У меня на канале есть несколько роликов о том, каким должен быть завтрак. Но многие зрители пишут о своем завтраке, спрашивая, правильный ли он у них. Другие пишут о том, что они вообще не завтракают. А третьи пишут о том, что завтрак не важен или вообще даже вреден. Но на самом деле вредно не завтракать. Поэтому я решил снять ролик о том, почему завтрак важнейший прием пищи и что будет, если не завтракать. Посмотрите до конца, чтобы не пропустить список из 5 продуктов, которые нельзя есть на завтрак. Возможно, именно эти продукты вы и любите есть. И я вам расскажу, как выглядит мой завтрак. Если рассматривать нашу пищеварительную систему как топку, где есть огонь пищеварения, то завтрак, как первый прием пищи, очень важен для включения и поддержания огня пищеварения. И это влияет на функционирование нашего организма в целом. С точки зрения тибетской медицины, завтрак должен быть во времени ветра. С 6 утра до 12 дня считается временем ветра. С 12 дня до 6 вечера время желчи. С 6 вечера до 12 ночи время слизи, и 12 ночи до 6 утра это время равновесия 3 доши. Вот завтрак должен быть во времени ветра. Тогда наш ветер как бы раздувает огонь пищеварения, и пищеварительная система начинает правильно работать. Если мы завтракаем в это время, все, что мы съедаем, хорошо сжигается и не остается в нашем организме. И завтрак не должен быть сразу после пробуждения. То есть нужно дать 15-30 минут организму для того, чтобы организм полностью проснулся. Сразу после пробуждения вы можете выпить стакан теплой воды. Так что же происходит в утренние часы с нашим организмом? Повышенный уровень соматотропного гормона, который активизирует расщепление жира. Более высокая чувствительность к инсулину. Инсулина выделяется мало. Но если мы за завтраком даже едим быстрые углеводы, то за счет чувствительности к инсулину уровень сахара в крови не будет повышаться. А вы знаете, что даже кратковременное повышение инсулина может вредить нашим сосудам, даже у людей без сахарного диабета. Но я, как доктор тибетской медицины, рекомендую все-таки предпочтение давать жирам. С точки зрения тибетской медицины, жиры являются главным продуктом за завтраком. Если вы будете употреблять жиры за завтраком, то у вас есть время их расщепить, и плюс жиры дают длинную, хорошую энергию. И есть такое правило в тибетской медицине: кто не ест за завтраком жиры, тот хорошо ужинает. То есть в течение дня мы работаем, двигаемся, тратим много энергии, и голод нас застает в то время, когда нам не очень хорошо употреблять много еды. И если вы будете есть жиры за завтраком, то вы будете этот момент блокировать. И вам вечером перед сном не будет хотеться есть. Что будет, если завтракать неправильно? Как я уже говорил, если не будете завтракать или неправильно завтракать, то вы захотите хорошо поужинать. Второе. Вы пропускаете время, когда можно съесть сладости, короткие углеводы. Только за завтраком вы можете съесть эти продукты без особого вреда для вашего организма. Употребление коротких углеводов в любое другое время вредит вашему организму, вредит вашему метаболизму. И, конечно, неправильный завтрак – это тогда, когда мы едим только сладости, только кофе, сигареты, или когда мы пьем воду, потом пьем натуральный свежевыжатый фруктовый сок, и потом какой-нибудь эклер или пончик. Это неправильные завтраки. С точки зрения тибетской медицины, вообще с точки зрения метаболизма, работы нашего организма, завтрак – это основной прием пищи. Вы должны понимать, что если рассматривать ваш организм как костер, да, который нужно постоянно добавлять дровишки, чтобы организм, костер горел, вот этот завтрак является главным временем, когда нужно подложить правильные дровишки. Если мы будем неправильно завтракать, тогда мы постепенно истощаем огонь пищеварения. Истощение огня пищеварения приведет к тому, что у нас начнет накапливаться висцеральный жир, то есть наши внутренние органы начнут заплывать жиром. То есть, с одной стороны, вы как бы не кушаете за завтраком ничего такого, но с другой стороны, в это же время ваши органы жиреют. Также
Если вы будете неправильно завтракать, то вы будете в течение дня кусочничать, все время будет хотеться есть. Вы нарушаете биоритмы вашего организма и нарушаете свой метаболизм. Это тоже ведет к своим последствиям и разрушает наше здоровье. В тибетской медицине и вообще в любой диетологии, нутрициологии есть золотое правило – питаться 3 раза в день. Завтрак, обед, ужин. Без перекусов. Это поддерживает наш метаболизм в правильном режиме. И это регулирует, то есть восстанавливает наши биоритмы. Итак, 5 вредных продуктов. Первый продукт – это каша. Не торопитесь писать гневный комментарий. Каши, я имею в виду, быстрого приготовления. Я все же советую вам есть цельнозерновые каши. Гречка, перловка, овсянка, овес и так далее. И еще, мало того, не нужно готовить долго цельнозерновые продукты, не разваривайте. Чем дольше вы готовите, тем гликемический индекс больше становится. Нужно немного недоваренную кашу есть. В кашу вместо сахара добавляйте топленое масло и немного сухофруктов. Тогда у вас будет правильная каша и будет являться источником углеводов, жиров, еще и клетчатки. Цельнозерновых продуктов очень много содержится клетчатки. Второй продукт – это кофе. Кофе натощак. Я ничего не имею против кофе. Этот напиток очень хороший напиток, особенно для нашего климата. Я про кофе хочу снять какой-нибудь ролик, но это в следующий раз. За ночь накапливается желчь в нашем желчном пузыре. Если вы пьете кофе натощак, то происходит выброс желчи сразу. Если вы будете это делать постоянно, то постепенно вы заработаете рефлюксную болезнь, рефлюкс-гастрит. То есть желчь будет выбрасываться в желудок. Но если вы будете пить кофе после теплой воды, плюс после того, как выпили кофе, в течение 10-15 минут будете что-то есть, то все будет хорошо. Больше о правильном питании в зависимости от доши и про здоровый образ жизни вы можете узнать в моем курсе «Практика здоровья». Ссылка в описании. Третий неправильный продукт – это свежевыжатые фруктовые соки. Они вызывают всплеск глюкозы в крови и блокируют аппетит. Скорее всего, если вы выпьете свежевыжатый фруктовый сок до завтрака, вы не захотите ничего есть. Я не говорю, что свежевыжатые соки за завтраком нельзя, но если у вас есть привычка их пить, то пейте их после каши. Четвертый вредный продукт за завтраком – это плавленый сыр, обезжиренные молочные и кисломолочные продукты и сгущенное молоко. Эти продукты за завтраком нельзя есть. Плавленый сыр содержит много фосфора. Фосфор блокирует усвоение кальция. Обезжиренные молочные продукты, они вообще не имеют никакой пользы, никаких нутриентов. Это пустые продукты, их вообще не нужно есть. Сгущенное молоко, вы сами понимаете, там очень много сахара. И пятый продукт, самые мои нелюбимые продукты, это переработанное мясо. Колбасы, сосиски, салями и так далее. Я считаю, что это самые вредные продукты, в которых содержится очень много вредных веществ, начиная от нитрозамина, заканчивая разных усилителей вкуса и химикатов, которые очень вредны для нашего организма. Я думаю, что эти продукты, если избыточное употребление этих продуктов, вызывает онкологию. Если вы любите колбасы, такие продукты, переработанное мясо, то делайте это в домашних условиях. По крайней мере, вы будете знать, что туда входит. И как я обещал, расскажу о том, как выглядит мой завтрак. Для начала я хочу сказать, что мой завтрак выглядит немного пугающим. Многие люди, когда я выкладываю свой завтрак в Инстаграм, говорят, как много вы едите. Вы должны учитывать, что у меня завтрак идет после 10-километрового бега. Ежедневно почти. Минимум 5, максимум 12-13 километров. И еще у меня дневная затрата активных калорий в среднем 2500-3000 килокалорий. Иногда бывает и до 6000. Но я должен эти калории восполнять. Мой завтрак выглядит примерно так. Я ем цельнозерновую кашу, разную кашу. Один день перловку, другой день гречку и меняю все время. В кашу кладу 5 столовых ложек топленого масла. И я очень люблю молотую черемуху. И поэтому еще и молотую черемуху ем.
А вы можете добавить в свою кашу 1 столовую ложку масла. Молотую черемуху я ем, потому что она мне нравится. Еще это такие грубые частицы, которые стимулируют работу кишечника, перистальтику. Вы можете класть семена льна или семена чиа, кто что любит. Вот что не растворяется, грубые такие частицы, которые в кишечнике очень хорошо начинают как бы раздражать стенки кишечника и стимулирует перистальтику. Далее я ем яичницу или яйца вкрутую, смятку, по-разному тоже приготовлено. Но я яйца не очень люблю, поэтому где-то в неделю 3-4 раза ем сырник или творожную запеканку ем, или какой-нибудь бутерброд из цельнозернового хлеба плюс сыр и еще что-нибудь, или вообще бутерброд со сметаной и с молотой черемухой тоже люблю. И обязательно пью какой-нибудь сок, только не фруктовый. Я пью либо свекольный сок, либо сельдереевый сок, либо сельдерей с яблоком смешиваю, или зеленый микс делает мне какие-то зелень какую-то всю, перемешивает и дают. Я это очень люблю, потому что это источник клетчатки. Клетчатка является питанием для наших бактерий кишечника. И вообще, когда после нагрузки ешь много зелени, много клетчатки, быстро организм восстанавливается. Там же еще и много антиоксидантов. Свеклу я ем, потому что такая, как преследую такую цель, как бы увеличиваю оксид азота, да, это газ, который помогает нашим сосудам работать лучше. И свекла это источник нитрата, очень много нитратов содержится. Но когда я пью свекольный сок, постепенно, потихоньку, чтобы не сразу глотаю, не залпом выпиваю, а постепенно смакую во рту, смешиваясь со слюной, нитраты во рту превращаются в нитриты, а из niтритов в желудке синтезируется оксид азота. Я так думаю, я не знаю, но мне это помогает, и я всегда бодр, энергичен, и я никогда не пропускаю завтрак. Иногда, когда мне надоедают яйца, бутерброды, я могу сделать с хлебом цельнозерновым, или с хлебцами, или с сухариками такие ржаные. Очень люблю слабосоленую красную рыбу, авокадо. Тоже очень нравится. Это является хорошим источником жиров и жирных кислот. Вообще нужно всегда стараться разнообразить свое питание и есть живые продукты, богатые нутриентами, и минимализировать, и вообще, если получается, не есть пустые продукты. Я никогда не стараюсь забить выпечками свой живот и потом страдать от многих проблем, начиная от запора, заканчивая инсулинорезистентностью и так далее. Но что я бы хотел сказать в конце очень важное. С точки зрения тибетской медицины нет плохих продуктов. Есть несбалансированное питание. И есть несоблюдение дневного энергетического баланса. Всегда нужно учитывать калорийность и суточную калорийность. И есть согласно своему образу жизни и энергозатратам. Если вы будете есть все хорошие продукты, богатые нутриентами, натуральные, но будете это делать не в то время, когда это можно, и не в том количестве, в котором вам это можно, тогда все это будет вредить. Будьте здоровы!